Всем привет! Сегодня я приехала в старинную деревню. Смотрите, какие березы вековые стоят. Деревня очень старая, а дома здесь какие барские. Попереду только 6 окон. А светелка какая красивая, и вся резная была. Крыша уже обрушилась, дом опустел, и скоро совсем разрушится и сгниет. Посмотрите, все дома какие большие. Только один вот маленький. А вот там вдалеке красивый дом стоит с наличниками. И этот дом большой. И светелка высокая. Да, жалко. Пустеет наша деревня, все уезжают в город. Здесь денежек не заработаешь. Посмотрите, какие наличники резные, красивые были у этого дома. Красивый дом. И мхом между покладывали бревен, чтобы тепло сохранялось. И вход-то в дом, смотрите-ка, двойные двери. Редко такое встретишь. Да, все здесь рухнуло. И крыша. Попробую встать, чтобы не упасть. Ох, какой подвал глубокий. Полы сняты, печка разрушилась. Чердаки все упали. Да, такой дом красавец, и нету его. Бревна-то посмотрите какие. Еще простояли бы 100 лет. Кованые штуки. Какая дверь-то резная была. Замки все сняты. Вот такой дом. Это сарай. Тоже весь разрушился, где скотину держали. Большой дом был. Большая семья была. Ну и вообще эта деревня славится, что здесь жили богатые люди, и поэтому такие барские дома стоят. И все это бросили. Жалко, конечно. Яблонька перед домом растет. В этом доме даже страшно заходить, что-то искать. Не пойду я в него. Пойду в следующие дома. Смотрите, какой красивый дом. Резные наличники. Узорчатые, как в сказке. Ой, до чего красиво. Посмотрите, какая светелка. Еще краше той. И окно аркой. И дом-то поднят на фундамент был. И никто уже в нем не живет. И старинные липы рядом с домом растут. В нашей округе сажали липы у домов. Ну, проверим в этом доме, что есть интересное.
подвал-то какой высокий. Мебель еще осталась. Шифонеры, кровати, стулья. Какая-то посуда лежит глиняная. Чашечка, наверное, была. Вот такие чашечки, они похожи на старинные. Какой-то пузыречек. Ой, смотрите, белое что-то лежит. Вино, наверное, в нем хранили. Видите, здесь резьба. Крышечка, наверное, была. Ой, смотрите, лежит. От пузыречка какого-то. От графинчика. Может, от этого? Пластиковые. Из-под водки. Смотрите, банки медицинские валяются. Ставили их, когда был сильный кашель. Диски от кассет. Музыку можно слушать. Кассеты, то есть не диски, а кассеты. Еще банка. Ох, сколько их тут. Смотрите, это разбитая. А это сами плели. Нарезали ткань и плели. Я такие коврики тоже плела. Так, сейчас я поищу и включусь. Наверное, из этого серванта все выпало. У нас раньше тоже такой сервант был. Такая тумбочка была под телевизор. Вон сколько книг, смотрите, лежит. Из него и навыпадало всякой мелочи. Книжки, елка, стаканы. Смотрите, котик деревянный. Книжки. Монолог старого актера. Очки. Какой-то счетная машина. А это стеклорез. Стекла резать. Кассет очень много валяется. Елочные игрушки. Овечка, что ли, в корзинке. Напильник. Это кочедык. Лапти шили. В таком хламе. Приходится что-то интересное искать. Батарейки. Смотрите. Это ведь тоже очки. Одна половина. Какие интересные. Старые. А это все из серванта, наверное, выпало. Смотрите, еще граненые вон стаканы. Хрустальный стакан. У меня даже такие есть до сих пор. Да и сколько их здесь много. В кафе граненые стаканы. Я помню, с детства наливали компот, там кисель, чай.
А на рынке, я помню, в детстве бабушки продавали семечки. Он для них служил мерным стаканом. А это что такое? Вам что-то напоминает? Игрушка детская. Чего только не придумают. Кошмар. Вон, пуговиц сколько развалили. В пуговицах бывает денежки лежат. И книг столько много. Поездка к солнцу. Вяжем спицами. Вот лежит. Это тоже какая-то книга. Обогреватель лампа. Раньше такие в детстве у нас были. Телевизор. Упасть бы. Стопочка с клубничками. Вот там, где стаканчики лежат, я внимательно посмотрела. И посмотрите, я нашла вот такую ложечку. Она похожа, я даже не знаю, что за материал. Медная, наверное, и покрыта желтым. Латунь. Потому что окислы зеленые. Хорошенькая. Ложечки приятно находить. Бутылки везде валяются. Какой-то пузыречек. Ой, это аптека. С гербом. Аптека. Фармацевт. И носик у бутылочки. У меня такой нету. Классная. Еще какая-то зеленая бутылка. И дно. Но это не современная. Шампанское, наверное, в таких было. Добротный сруб. Лежат какие для полов. Переклады. Тут еще тумбочка. Ой, там, смотрите, бутылочки лежат. Какая маленькая. Тоже аптека. В такой, наверное, чекушечки были маленькие. Водка. Ой, смотрите, а это какая-то интересная. С тонким горлышком, тонкое стекло и дно такое толстое. Интересная бутылка. Там еще что-то лежит. Ой, смотрите, это что такое? 10 грамм. Гирька весовая, получается, керамическая. Я первый раз такую вижу. В основном все латунные находишь или медные. Больше ничего там нету. Ну, вот такие находки в этом доме. Бутылочки тоже приличные. Здесь бы так бы разобрать бы все. Да, прошурфить бы. Раз такой дом добротный и богатый. Но сколько это все убирать, сил никаких не хватит, чтобы с металлоискателем походить. Жалко. Ну ладно, что делать. Я и этому рада, что сегодня нашла. Там-то нету чердака, а здесь есть. Но на него тоже не попадешь. Нет нигде входа. Смотрите, вот какая корзинка была плетеная. И даже ручки деревянные сделаны. Как интересно. Фонарик. Весь сгнивший.
телевизоры ламповые. И везде валяются коврики плетеные. Даже на бутылке что-то написано. Хотя она советская, современная, но все равно клеймо стоит. Ой, смотрите-ка, череп. Это корова, наверное, была. Или бычок. Я не видела. В доме лежит. А вот бутылка, похоже, старинная. Потому что горлышко так сделано. Пусть она без надписей, но это не современная. Ну ладно, здесь больше вроде делать нечего. Вот там чердак. Конечно, на него не попадешь. Какая высота, посмотрите. И труба еще в хорошем состоянии. А крыша-то дранкой покрыта. А сверху шифер лежал. А балки-то какие, посмотрите. Как будто только поставили. Да и само бревно. Бери дом, строй по-новому, разбирай. Сердце кровью обливается от такого упадка и от такого разрушения домов. Просто жалко. Столько труда сюда вложено, и все это прахом будет. Вот еще один дом старинный. Видите, здесь кладка, печка была старинная выложена. И кирпич старинный лежит. И даже дом стоял на старинной кладке глиной обмазанной. Вот видите, и углы пни подставлены, и там тоже. Ну, вот такой большой дом. Стол стоит. О, диван старинный. У меня у бабушки такой в деревне стоит. Это откладывается, ложишься спать. Потом вот так складывается. И такой диванчик. Смотрите. Шифоньер тоже старинный. Весь разобранный. Только дверки стоят отдельно. И то не знаю, может, не от него. Вот это-то точно от него темная. Дальше пройдем. Печки нету. Сломали. Вот изразцы лежат. Без рисунка, чисто белые. Тоже такой же диванчик. Наличники с окон. Посмотрите, какие ручки старинные на окнах. Латунные, красивые. А это печка. Что-то ее совсем все разломали. Большая была. Потому что, посмотрите, раз, два, три, 4 окна. И 4 окна здесь. Большая какое зала. А это двор. Здесь скотину держали. Тоже большой какой. А это лестница. Добротная какая. На чердак. Перила сняты. Посмотрите, какой чердак.
Ну просто впечатляет. Какой огромный. Посмотрите, какая красота разбитая. Это фарфоровый горшок. Детский. Ну, я так думаю. На него приятно садиться. А ручка, посмотрите, какая. Резная. Жалко, что не целый. Видите, донышка нет, разбитый. Ну, вообще, находка крутая. Горшок фарфоровый. Да, большой чердак, приличный. Кровать стоит, смотрите, деревянная. Ой, здесь бы не провалиться. Видите, между домами как. Водочка, как и не без этого. Да. Так, пройдем дальше. В окно посмотрим высоту. А, здесь даже и стекла-то нету. И липа стоит вековая. Видите, как высоко. Интересно по таким домам побродить. И кровать без одного гвоздя. Видите, чопиками забита, чтоб не расходилась. На одно спальное место. Детская, может, была. Интересно. Да и страшно ходить-то, не провалиться бы. А здесь тоже все окна были. Сейчас пакетами закрыто. И тоже, видите, дранка. Дранкой покрыт чердак. Тоже какой, посмотрите, был глиняный горшок огромный. Не горшок, а какая-то тарелка большущая была глиняная. Расколота. Вот что удалось мне найти в этом старинном доме. Дом, конечно, интересный, чердак огромный. И вот такие находки. Я походила с металлоискателем и посмотрела карманы. Такая огромная бутылка мне попалась от рижского бальзама. Смотрите, здесь и клеймо есть, и что-то написано. Но она с утратами, у нее нет ручки. Вот такая интересная бутылка попалась с таким интересным горлышком. Целая. Вот такая красивая бутылка попалась. Рельефная. Интересная бутылочка. Немножко даже кривая. Вот такая бутылочка мне попалась. 0,6. Не знаю. По горлышку похоже, что несовременная. Вот такая старинная колодка мне попалась. Деревянная. Не знаю, что за материал, какое дерево. Но она очень огромная. Размер, наверное, 45-й. А может и больше. И структуру дерева даже видно. Теперь все пластиковое. Такие не делают. Такая большая. Еще вот такая ручка от комода мне попалась. Красивая, старинная, латунная.
с узорами. Это пряга советская. У меня еще такой нет. Вся целая с зацепами. Советская. Значит, здесь жил солдат, участвовавший в Великой Отечественной войне. Хорошая находка. Еще вот такая находка мне попалась. Это вилка с ложкой алюминиевые. Рассмотрев поближе, я нашла вот здесь клеймо. ХМЗ 39. Это немецкая вилка с ложкой. И еще здесь выцарапаны инициалы КФ. Немецкий трофей солдат принес с войны. Интересная находка. Не было у меня такой еще. В коллекцию пойдет. Вот такой красивый подсвечник латунный мне попался. Весь целенький, но немного помятый. Но я думаю, это можно исправить. С узорами. Вешали его под иконой и зажигали свечу. Вот так он ставился. Сюда вставлялась свечка и зажигалась. Красивая вещица. В кармане я нашла, это рубель, сделанный из дерева. Мастер какой-то вырезал. Им гладили белье. Буквы на нем написаны. МА. Интересно походить по такому дому. Сколько он еще простоит. Потом сюда не зайдешь. Будет разрушаться. Здесь поиск я закончила. Иду искать в другие заброшенные дома.